Всем доброго дня, друзья мои. Испокон веков знающие люди, так называли людей силой, знающие, ведающие люди, они надеялись не на власть, не на людей, не на друзей. Друзей у них-то особо и не было. Не на милость человеческую. Они надеялись на потусторонние силы. Они знали, что существуют силы, которые слышат и помогают. Многие из них пользовались работами, которые называют нашептанные. Это то, что приходило им на ум, подсознание, во снах, в видениях. Они это записывали, использовали. Этим помогали себе и другим. Многие пользовались тем, что называется наученное. Это то, что оставалось им после их предков чаще всего. Изредка, иногда от наставников. Но и в том, и в другом случае это все были призывы, обращение, мольба, где-то заклинание к силам потустороннего мира. И они этой силой и этими знаниями защищали себя и других. Учили людей, как себя обезопасить от лихих людей, от нехороших, бедственных обстоятельств. И я, будучи человеком, который прошел очень много нехорошего в жизни, очень много страшного и адского, видимо, силы таким образом испытывали и ломали ту старую, создавая новую. Но это не важно. В любом случае, тяжелые дни в моей жизни рядом со мной никого не было. Я дала обет, зарок, как хотите. Я пообещала, что у людей, у которых никого нет, в трудную минуту буду я. Я не Господь Бог, не высшая сила, не дух-хранитель. Я просто человек, которых называли проводниками. Те, через которых силы давали знания. Знания, как выжить. Только глупые люди отрицают реальное существование магии. Магия была, есть и будет, и она влияет на судьбы. И магия – это таинство. Вы можете в тайне нашептать и повернуть в пользу себя такую ситуацию, которая никогда бы не была повернута в вашу пользу. Вы можете нашептать, и вас сберегут от страшных каких-то происшествий, моментов, судьбоносных и прочее, прочее. И никто не знает, что вы сказали, кого вы попросили. Но вы спаслись. Именно поэтому, поскольку сила слова в древние времена была в почете, и слово, то есть обращение, через слова обращение к силам мироздания, которые помогали человеку в трудную минуту, настолько почиталось сильное слово, а именно заклинание, что люди, которые верили в силу слова, если помните, в Библии, которая в
принципе, источник, переписанный из разных древних источников, есть такие слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Помните, да? Если кто-то знает, конечно. Так вот, не просто так людей до религиозных времен называли язычниками. У них язык был силен. Язык, то есть заговорное слово. Слово имело могущество у этих людей, потому что они были ближе к природе, к мирозданию. Еще не были так захламлены всем этим бытовым, всем этими страстями низменными человеческими. Естественно, что их слово имело огромную силу, более чем сейчас. Но и сейчас есть люди, носители этого слова. Если вам интересно, как составляется и как работают заговоры, откройте мою лекцию «Ключ, замок, язык». Заклято, по-моему, так я написала. Неважно, ключ, замок, язык. И послушайте внимательно. Вы поймете, что это просто невероятный волшебный мир точной науки, математическая точность. Скажешь одно слово не так, сработает совсем не так. Я, когда составляю работу, я стараюсь очень бережно, очень внимательно, осторожно составить, чтобы даже если человек не так произнесет, ну мало ли, не таким образом скажет, чтобы оно просто не получалось, но не навредило. Заговоры – это монотонные, отправленные вот такие вот стрелы в одну точку. Энергия, которым вы бьете вот в средневековые времена, когда завоевывали города, крепости, как это делалось? Вот эти машины, которые разбивающие стены, их в Древнем Востоке называли бабаны. Вот эти бабаны, которые били огромные глыбы просто скал привязанных, они ударялись об эту стену, пока не разрушат стену. Вот ваше слово, заговор, вот как тот самый бабан, который бьет в эту стену и пробивает пространство. И находится между миром потусторонним и нашим. Почему часто используют энергию огня? Чаще, чем воду, чем какие-то атрибуты. Свечи практически во всех ритуалах присутствуют. Свеча – это дверь. Зажигая свечу, это все равно, как в переносном смысле мы вот постучались в дверь, и нам оттуда говорят, что надо. И ты вот говоришь свою просьбу. Вот это то же самое. Она пробивает пространство. Она не просто пробивает эфир, как называют стратосферу, да? Вы не просто зажгли, оно просто как бы огнем и дымом пошло как пространство. Нет. Оно раскрывает невидимую дверь, тот самый портал вот того потустороннего мира. Это соединение физического и духовного плана. Физическое – это воск, это сила земли, потому что воск – это нектар, собранный из цветков, который потом переделывается, мед, воск, все же оттуда. То есть оно – это носитель силы земли. И огонь. Вселенная, космическая энергия огня, потому что Солнце – огонь, звезды – это огонь. Многие планеты окружены огненными шарами, кометы и прочие многие небесные тела из газа, огня и прочее состоят. И вообще поклонялись огню и солнцу как носителю как бы силы огня, энергии огня вселенского. Итак, зажигайте свечу, открывайте портал, соединяется физический и духовный мир, энергия огня раскрывает эту дверь. Именно поэтому во многих ритуалах, не везде это нужно, но во многих ритуалах присутствует огонь. Просто даже если там свеча никак не фигурирует, никак не участвует в этом заговоре, в работе, в любом случае где-то она присутствует, стоит.
Я хочу вам дать заговор от лихих людей. Нужно на закате зажечь свечу. Если у вас очень серьезная проблема, сделайте это несколько вечеров кряду. Но вечером, когда солнце садится, энергия солнца слабеет, а энергия солнца, она препятствует. Это как мы не видим этого всего, но как решетка, через которую не могут просочиться и пройтись определенные силы. Темные силы, они всегда активны. Ведь мы начитываем заговор, когда у нас там что-то случается, срочно нужна помощь и днем, и ночью. Мы не дожидаемся, да, какого-то определенного времени. Так что силы нас всегда слышат, но особенно усиливаются определенные силы, темные духи. Но темные — это не злые духи. Все спохватились, вот это вот повторяют за мной, я объясняю. Тьма, слово темень, тьма, таинственность, закрытость, то, что не открывается всем подряд. Это не злые духи. Хотя среди темных сил духи мироздания, они же не бесчувственные, бездушные какие-то энергии. Они имеют свой характер, они имеют свои чувства. Это разумные создания, поэтому они не одинаковые, они не роботы. Но у них есть четкий план. У них нету тех чувств, которые присущи человеку. Жалость, сожаление, страх. Им это чуждо. Вот у них есть четкий план. Вот сказали эти слова: придешь, поможешь. Они реагируют на эти слова, на шепотки, на громкие заговоры. Откуда вот шепотки? Почему? Как мы говорим, на своей волне. Есть определенная вибрация звука, голоса, который слышен только определенным духом. Если мы громко скажем, они не услышат. Они не слышат, как мы, ушами. У них есть внутренний слух, внутренняя слышимость. Они не видят, как мы, глазами. У них внутренняя видимость. Поэтому, когда мы закрываем глаза, мы отчасти становимся похожими на умерших. Мы практически становимся с ними наравне. Почему говорят, что спящий, что мертвый одно и то же? Потому что в этот момент человек не отвечает за то, что происходит в мире. В исламе, например, сказано, что сон – это младший брат смерти. И все, что происходит в мире, когда ты спал, оно тебя не касается. Ты выбиваешь из жизни, пока ты спишь. Тем более, что твоя душа поднимается в иные миры, и твое физическое тело, здесь находясь, уже вообще ни в чем не участвует. Это очень долгая и очень такой, знаете, неисчерпывающая информация, но я подвожу вас к тому, как работают заговоры и прочее. Вы должны понимать, осознанно подходить к этому. Не потому, что вот так надо, зажгите и вот говорите, потому что я так сказала. А чтобы вы понимали, когда человек понимает, зачем ему это нужно, и почему оно сработает, и почему мне надо пойти купить одну свечу и все-таки начитать. Он это сделает. Нужно человеку показать и убедить его в том, что это ему надо и почему ему это надо. Понимаете? Вот убедить не в том смысле, что вот делайте, я вас убеждаю. Нет. Я должна так объяснить, чтобы вы поняли логически, да, мне вот это надо, и оно мне поможет. Если вам чем-то грозятся, если вы боитесь воров каких-то, там, нехороших людей, если вы боитесь приход в ваш дом каких-то проверок, какой-то беды, если вы боитесь, что придут не очень желанные гости, то есть от лихого уберечь, и не только ваш дом, вашу жизнь, но читать нужно в вашем доме, потому что это ваша территория. Неважно, снимаете вы эту квартиру или это ваш дом. На закате, когда солнце начинает садиться, зажигайте свечу, любую, цвет не имеет значения, главное здесь огонь и воск. Ну, конечно, желательно или черный, или обычную свечу, не разноцветную. Но если прямо вот ничего нету, можете это зажечь. Становитесь возле дверей, открывайте дверь возле, основных дверей. Если это квартира, и вы переживаете, что соседи это увидят или что, чуть-чуть приоткройте слегка дверь. Немного. И, держа свечу, начитайте. Чтобы никто не видел, не слышал, не понимал, что там происходит. Вы можете шепотом начитать и закрыть дверь.
Значит, а если частный дом, конечно, не у ворот, а у дверей. Основных, входных. Если у вас две входные двери, например, там в этот мансарда или что там у них, или балкон, или что-то в этом роде, или как еще по-другому называется, лоджия, не знаю, то вот именно основная дверь, через которую заходит ваш дом. Становитесь, зажгли свечу, начитайте 6 раз, потушите свечу и унесите. Можете выкинуть. Заходите домой, не выходите. Через некоторое время можете выйти, но вот начитали, заходите хотя бы, не знаю, минут 15-20 вы должны дома побыть. Потом можете выйти. Чтобы оно как бы сработало, чтобы наполнилась эта энергия защиты. Внутрь дома вошла эта сила. Кстати, ламасу, тоже защита дома, он тоже очень хорошо работает. Мне очень часто пишут монгольский заговор удачи, славянские духи удачи. Они помогают разрулить, скажем, на современном сленге, очень сложные, непростые вопросы жизненные. Так что, ну вот на всякий случай говорю, мало ли, будете иметь в виду. Итак, слова следующие. В закатный час, в сильную минуту, слова сии пусть сбудутся, хранителем моим не забудутся. Как в гробнице мертвяк лежит, холодный, онемевший, истлевший, он не встанет, ногами своими не пойдет, рот не откроет, глазом не моргнет, так и, например, так и такие-то там можете должности перечислить, или так и там мои соседи, если вы не хотите их видеть, или чтобы они на вас там не жаловались, нервы не трепали. Так и какие-то люди, которые вам неприятны, собрались к вам приехать, например. Ну, это не совсем лихие люди. У меня есть от незваных гостей все-таки, но в любом случае. Так и, такие-то, или такой-то, здесь давайте в единичном пока, услышав мое имя, онемей, холодей, окаменей и истлей. Сгинь, да будет крепко мое слово. Заклинаю. В закатный час, сильную минуту, слова сии пусть будутся, хранителем моим не забудутся. Как в гробнице мертвяк лежит, холодный, онемевший, истлевший, он не встает, он не встанет, ногами своими не пойдет, рот не откроет, глазом не моргнет. Так и такой-то. Услышав мое имя, онемей, холодей, окаменей, истлей, сгинь. Да будет крепко мое слово, заклинаю. В закатный час, сильную минуту, слова сии пусть будутся, хранителем моим не забудутся. Как в гробнице мертвяк лежит холодный, онемевший, истлевший, он не встанет, ногами своими не пойдет, рот не откроет, глазом не моргнет, так и такой-то, услышав мое имя, онемей, холодей, окаменей, истлей, сгинь. Да будет крепко мое слово. Заклято. Проводите это. И лихие люди будут обходить стороной и ваш дом, и вашу жизнь. Это можно и на даче провести, если боитесь, что там никто не заходил. Ну, можете здесь назвать, например, такие-то там воры, лиходеи и так далее. Лихие люди просто можете назвать. Там истлейте, сгиньте. Только во множественном числе. Вот, собственно, еще одна сильная работа в вашу копилку. Желаю вам удачи.